Привет! Прежде чем начать свой рассказ про первые умные часы от компании Xiaomi, хотел бы сразу же ответить, наверное, на самый главный вопрос. А стоит ли сейчас покупать Mi Watch, когда доступна только китайская версия этих часов? И мой ответ будет однозначно нет, если вы обычный пользователь и хотите, чтобы все работало из коробки как надо. Я искренне не понимаю некоторых обзорщиков, которые на данном этапе начинают сравнивать Mi Watch с часами от Apple или Samsung по части функциональности. Ведь в китайской версии часов все работает только для китайских пользователей, а некоторые сервисы и приложения и вовсе активны только на территории Китая. Так что сравнивать эти часы с глобальными продуктами Apple, Samsung или же еще какими-то подобными гаджетами просто не имеет никакого смысла. Как не имеет смысла и ругать китайскую версию Mi Watch за отсутствие русского языка. Я думаю, многие со мной в этом согласятся. Но вот что точно сложно отрицать, так это то, что потенциал у Mi Watch просто огромный. И когда выйдет их глобальная версия, а ее обещают выкатить уже в конце февраля, и в ней будут доступны все те функции, что сейчас есть в китайской, вот тогда-то и смысл в сравнениях будет иметь место. Ведь на самом деле функциональность первых часов Xiaomi действительно на высоте, и даже учитывая тот факт, что сейчас доступна только китайская версия, но по ней уже можно спокойно судить, что глобалка станет непременно хитом. На моем канале был отдельный ролик по распаковке и первым впечатлениям об этой новинке, так что сегодня я максимально кратко остановлюсь на этом моменте. Итак, поставляются часы в черной прямоугольной коробке с изображением устройства на крышке и логотипами Mi на боковых торцах. Упаковка строгая и минималистичная. Помимо самих часов, которые уложены в твердую проставку, в комплекте у нас идет адаптер питания на 5 вольт и 1 ампер с китайской вилкой и магнитная док-станция с USB адаптером. Корпус Mi Watch выполнен из алюминия. Ремешок черный, силиконовый и быстросъемный. Он очень мягкий и приятный на ощупь. Застегивается легко и часы на руке сидят отлично. Его ширина составляет 22 мм. В часах установлен AMOLED-дисплей диагональю 1,78 дюйма с разрешением 368 на 448 точек с поддержкой технологии Always On Display. Вообще экран приятно удивил своим хорошим качеством. Он яркий и сочный с отличной цветопередачей. Имеется функция авторегулировки яркости по датчику освещенности, а также помимо этого доступно еще 5 уровней для изменения ее вручную. В режиме Always On Display отображение информации на экране не тусклое, его вполне достаточно, чтобы все разглядеть. Просто эта функция по умолчанию также установлена в режиме авторегулировки, и в зависимости от уровня попадания света яркость меняется. Так что все, кто говорит вам, что в режиме Always On Display ничего не видно, просто не поняли, в чем дело. Как и в большинстве умных и спортивных часов, имеется функция активации экрана запястьем, но лично я эту функцию вообще отключил, так как, во-первых, она работает более чем хорошо и реагирует на любой взмах мгновенно, а во-вторых, из-за нормального отображения в режиме Always On Display на заблокированном экране все прекрасно видно. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3-го поколения. На правой боковой грани расположено плоское отверстие динамика и рядом с ним точечное отверстие под микрофон. На левой грани находится колесо прокрутки по меню, которое также имеет функцию кнопки. При ее нажатии можно активировать экран и войти в меню приложений, и уже внутри вращать это колесо и перемещаться по меню. Чуть ниже от колеса располагается второе отверстие под микрофон, а следом за ним физическая кнопка, по нажатию которой вы попадаете в меню спортивных активностей. Но при желании в настройках на эту кнопку можно назначить что-то другое. А вот из спортивных активностей на данный момент имеется бег, ходьба, хайкинг, бег на беговой дорожке, велосипед, велотренажер и упражнения в зале. Водные активности, такие как плавание в бассейне и плавание в открытых водоемах, добавят после очередного обновления уже в этом году. Это, кстати, к вопросу о том, что часы имеют влагозащиту. Многие в своих обзорах также отмечали, что она отсутствует. Но посудите сами, откуда же ей тогда появиться, если станут доступны водные процедуры? Явно же не прилетит с обновлением. Габаритные размеры корпуса по длине, ширине и высоте составляют 45 на 37 на 12 мм, а вес 44 грамма. На тыльной стороне в центре корпуса располагается датчик измерения частоты сердечных сокращений, а чуть выше над ним контакты для подключения к зарядной станции. Ну и по внешнему виду, наверное, все. Теперь давайте расскажу, что внутри. За работу Mi Watch отвечает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3120 с поддержкой мобильных сетей 4-го поколения. На борту также установлен 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутренней постоянной памяти. Часы можно использовать как в качестве автономного устройства для прослушивания музыки,
музыки, подключив к ним беспроводные Bluetooth наушники, так и управлять музыкой со смартфона. К сожалению, на данном этапе закачать на них музыку я не смог, потому как просто при подключении к ПК это сделать невозможно, по крайней мере сейчас. Если сильно заморочиться, то вообще это реально. На одном известном форуме есть информация, как это сделать, но лично я заморачиваться не стал. Тут я больше хотел отметить саму реализацию управления музыкой, ведь сделано это очень удобно. Вам не нужно лезть в главное меню. При запуске музыкальной композиции или же видео на смартфоне виджет управления музыкой отображается в режиме Always On Display. При активации экрана вы можете управлять плеером. Причем, что характерно, даже в режиме тренировки этот виджет будет активен. К слову сказать, хоть часы и новые, но вот Bluetooth модуль в них стоит в версии 4.2. Как по мне, не очень современное решение. Сами часы работают под управлением фирменной оболочки MIUI for Watch, разработанной специально для них и базируется на системе Wear OS от Google. Таким образом, для управления и работы с часами на смартфон нужно поставить специальное приложение Xiaomi Wear, а также непосредственно Wear OS. Первое, к сожалению, полностью только на китайском языке, а приложение от Google после установки получает русский. Но тут кроется еще один нюанс. Wear OS нужна именно китайская, наша российская не подойдет. Тем не менее, в ней самой настроек очень мало. В основном все они находятся в китайском приложении Xiaomi Wear. Оттого на старте возникают некоторые трудности, ведь надо постоянно включать переводчик, если, конечно, не знаешь китайского языка. Ну а следующая заморочка тут с языком интерфейса. Изначально в часах есть только китайский язык, и он тут повсюду. Но чтобы хоть что-то понять, на смартфоне необходимо включить английский. После данного действия меню настроек часов, а также название некоторых функций будет отображаться на английском, который уже более-менее понятен для многих. Это, конечно, вообще неудобно, потому как пользоваться смартфоном на английском языке такое себе удовольствие. Но чтобы разобраться в настройках часов, пришлось с этим мириться. Итак, на главном экране, зажав палец, можно перейти к выбору циферблатов. Я уже себе несколько разных скачал. А если же нужно еще, то сразу отсюда можно выйти в магазин watchface'ов и скачать какой понравится. Выбор их огромный, причем есть циферблаты с так называемыми темами, где вместе с самим watchface'ом меняется изображение в режиме Always On Display. Для того, чтобы попасть в магазин приложений, часы нужно подключить к интернету по Wi-Fi. Внутри имеется встроенный модуль с частотой 2,4 ГГц. При свайпе по экрану снизу вверх открывается быстрое меню функций. Здесь можно активировать режим «Не беспокоить», режим полета, отключить Always On Display, включить или отключить звуки, запустить поиск телефона, активировать режим энергосбережения, включить своеобразный фонарик, при этом экран начинает светиться белым свечением на максимальной яркости, принудительно заблокировать экран и, кликнув по последней иконке, перейти в меню настроек. Свайпом слева направо открывается календарь, а справа налево так называемые карточки с различной информацией в режиме быстрого доступа. Максимум их тут можно добавить 5, но в силу того, что инфа на них на китайском языке, то толку от них почти никакого. Свайп сверху вниз открывает список уведомлений от приложений смартфона. Причем это не просто уведомления в привычном понимании, они тут с возможностью ответа. То есть, получив сообщение, на него можно сразу же ответить с часов. Правда, клавиатура тут пока либо китайская, либо английская. Вроде бы читал, что можно добавить русскую, но так и не понял как. Как вариант, можно ответить транслитом, либо смайликом. Еще одним плюсом данных уведомлений является то, что в них отображаются присланные вам картинки и фотографии, по крайней мере из WhatsApp точно. Таким образом, можно быстро посмотреть, что вам прислали прямо с часов. Как я озвучивал выше, меню приложений вызывается с помощью нажатия навигационной кнопки. Но вы, наверное, уже поняли, что особо рассказывать тут не о чем. Практически все приложения тут для Китая. Google Play Market отсутствует, есть лишь магазин приложений Xiaomi. И там пока мало чего интересного именно для нас. Даже, казалось бы, обычное приложение погоды может ее показывать только в китайском регионе. Разумеется, тут есть таймер, секундомер и будильник. Последний, кстати, можно выставлять прямо с часов. Также из рабочего и более-менее интересного тут есть список контактов, который отображается корректно и на русском языке. При входящем вызове на смартфон имя звонящего определяется, и с помощью часов можно ответить на звонок и даже поговорить с собеседником. К примеру, если часы находятся в другой комнате. Также работает и в обратную сторону. Вы можете выбрать контакты из списка и позвонить ему с часов. В Mi Watch заявлена поддержка электронных сим-карт и NFC, но у нас в России это не очень-то и работает. Вроде бы Теле2 предоставляет такую услугу, но с китайским интерфейсом я решил к ним не соваться.
Автономность у Mi Watch по меркам настоящих смарт-часов довольно неплохая, и тут я прошу не путать спортивные фитнес-часы, которые делает тот же Amazfit, со смарт-часами на полноценной операционной системе. В среднем при моем режиме использования часы живут около 2 дней, иногда даже почти дотягивают до 3, но это максимум. Емкость аккумулятора Mi Watch составляет 570 мАч. В моем случае они подключены к смартфону весь день, я их не отключаю даже на ночь. На постоянной основе у меня включены уведомления от нескольких приложений, входящие звонки, ну и иногда пользуюсь управлением музыки. Кстати, что характерно, чтобы не высадиться полностью, на оставшихся 15% заряда часы предлагают включить режим энергосбережения. Так называемый режим просто часов. Посередине дисплея желтыми цифрами отображается время, и все. А вот при достижении аккумулятором отметки в 6% часы сами включаются в этот режим, и в таком состоянии могут прожить еще несколько часов. Время полной зарядки от 0 до 100% занимает примерно 2 часа. В общем и целом, подводя некий итог, могу сказать, что с появлением глобальной версии Mi Watch определенно имеет все шансы стать хитом в сегменте умных часов. Если в них будет доступна работа всех тех функций, которые в китайской версии сейчас недоступны, и самое главное будет рабочий NFC, а автономность при этом останется на уровне 2 дней, то это уже будет серьезная заявка на победу. Однажды Xiaomi уже показали всему миру, что хороший смартфон может стоить недорого, почему бы и не повторить свой успех в сегменте умных часов. А на сегодня это все, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если видео было полезным, ведь это поможет ролику двигаться дальше. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам было интересно, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами, как всегда, был Влад, канал Blitzkey, обзоры техники. Всем всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.